Год, как они женаты. До этого Гриша почти 5 лет работал на севере, вернулся оттуда с обмороженным лицом. Лиза до этого была 2 раза замужем. Встретились, полюбили друг друга. У супруги была 2-комнатная квартира, у супруга были деньги и машина. К тому же он и здесь стал неплохо зарабатывать. 2-комнатную квартиру Лизы и 1-комнатную мужа сменили на хорошую 3-комнатную, в надежде, что скоро появится ребенок, а затем и другой. Все было хорошо, но что-то с ребенком не получалось, хоть врачи и говорили, что с этим у них должно быть все в порядке. А Гриша так хотел своих сына или дочь. Это была тайна Лизы, которую она скрыла от мужа. Не было у нее детей от 2 предыдущих мужей. Наверное, поэтому они и ушли от нее. Первый даже квартиру ей 2-комнатную оставил. Была тайна и у Григория, которую он также не открыл своей жене. В этот вечер он усадил свою супругу на диван, сел рядом. «Лиза, хочу с тобой серьезно поговорить». Увидел, что жена испуганно посмотрела на него. «Что-то у нас с ребенком не получается. Да и сами мы уже не молоды. Квартира у нас есть, деньги тоже. Давай возьмем ребенка из детского дома». На глазах женщины показались слезы. Затем лицо озарила радостная улыбка. «Конечно, Гриша, я согласна. Будет у нас сынок». «Лиза, ты тоже сына хочешь?» «Да». Ей было все равно. Она просто хотела ребенка и прекрасно знала, что муж мечтает именно о сыне. «Ты через неделю идешь в отпуск», — стал излагать супруг свой план, который давно обдумал. «Начинай собирать справки. Там, похоже, не 1 месяц придется по всяким инстанциям побегать». До самого отпуска просидела Лиза за ноутбуком, все разузнала. Когда пошла в отпуск, начала документами и справками заниматься. Стали вместе с мужем посещать школу приемных родителей. Но это не самое главное. Главное, Лиза начала поиск ребенка, который должен стать их сыном. Просматривала видеоанкеты, предложенные ей в отделе опеки и попечительства. Представляла каждого из детей своим ребенком. У всех у них был какой-то дефект. Красивых детей редко отдают в детские дома, а если отдают, то усыновители находятся очень быстро. Не знаю почему, но ей понравился этот мальчик 5 лет. В анкете было написано, что у него 1 нога короче другой, что тому в ближайшее время нужна операция в платной клинике, после которой от его хромоты не останется и следа. Мальчика звали Женя, а отчество Григорьевич, как имя ее мужа. Отчество даже менять не придется. Мелькнула у Лизы мысль. И ребенку скажем, что это его папа. Ему уже 5 лет, наверное, все понимает. Он даже на Гришу чем-то похож. Фамилию в любом случае менять придется. А на операцию они деньги найдут. Лиза не сомневалась. Главное, что и муж был не против, даже не заглядывая во все эти справки и документы. В органе опеки и попечительства направление на посещение ребенка дали без всяких проволочек, и она пошла знакомиться с этим мальчиком. Лиза с пакетом в руке зашла к заведующей детского дома, прочитав предварительно имя и отчество на двери кабинета. «Здравствуйте, Мария Кирилловна», протянула листочек. «У меня направление на посещение». Пожилая заведующая внимательно прочитала направление. «Лиза, можно я буду вас так звать?» «Да, конечно». «Лиза, мальчику 5 лет. В их группе дети от 4 до 6. Они все хорошо понимают и ждут, что их заберут. Женя мальчик не по годам умный, вот только ножка. Я знаю. Не надо его обманывать. Он у нас с рождения, и никто ни разу к нему не приходил. Мать бросила его еще в роддоме, увидев, что у него разные ножки. Отец непонятно кто. Как же женщина
могла бросить своего ребенка? Всякое бывает. У этой, так называемой мамаши, отец был большим начальником. Наверное, и сейчас начальником работает. А дочь его спуталась с каким-то простым парнем. Этот начальник обо всем узнал слишком поздно. В результате Женю сразу после рождения отдали в дом малютки. Его папа куда-то исчез, а мама вышла замуж за другого. Бедный ребенок. Лиза, возможно, с первого раза у вас не получится установить с ним контакт. Он мальчик непростой. Я поняла. Хорошо. Заведующая встала из-за стола. Идемте со мной. Они зашли в группу, где играли 10-2 детишек. Когда зашли взрослые, те отложили свои игрушки в сторону и повернули свои головы в их сторону. Затем несколько детей встали и пошли к ним, с любопытством разглядывая незнакомую тетю. Тут Лиза обратила внимание на одну особенность. Те, кто приближался к ним, были красивыми детками. Те, кто остались возле своих игрушек, имели какой-то не очень большой, но заметный дефект. Среди них был и тот, с кем она пришла знакомиться. «Дети, продолжайте играть», — ровным голосом произнесла заведующая. Тетя пришла к Жене. Лиза видела, как мальчик вздрогнул. «Женя, подойди к нам», — попросила Мария Кирилловна. Тот шел как-то боком, приволакивая за собой ногу, внимательно посмотрел на Лизу и произнес недоверчиво: «Тетя, вы правда ко мне пришли?» Но она не могла ответить, из глаз полились слезы. «Идемте в соседнюю комнату», — предложила заведующая. Соседняя комната была небольшой, в ней стоял диван и небольшой столик. «Знакомьтесь», — улыбнулась Мария Кирилловна и сама вышла. Мальчик продолжал внимательно смотреть на нее, а Лиза не знала, что сказать этому маленькому мальчику, и тут опомнилась. «Давай знакомиться. Меня зовут тетя Лиза, а тебя?» «Женя». «Женя, я тебе гостинцев принесла». Достала из пакета конфеты, апельсины, коробочки с соком и йогуртом. «Кушай». Мальчик взял одну конфету, развернул и отправил в рот, а Лиза начала разговор издали. «Женя, а ты хочешь, чтобы у тебя папа и мама были?» Малыш даже перестал жевать конфету, грустно покивал. «Хочу, но меня никто не возьмет. У меня одна ножка маленькая, и я бегать не могу». Он проглотил конфету и рукой обтер губы и вдруг произнес: «Тетя Лиза, а я уже читать умею, по слогам». «Ты молодец». Женщина понимала, что контакт не получается, надо что-то говорить. Также чувствовала, и мальчик что-то хочет спросить, но не решается. Она даже не могла представить, что такой кроха так чисто говорит и все понимает. «Тетя Лиза, а у вас сынок или дочка есть?» «Нет». Сердце у женщины забилось. «Женя, почему ты это спросил?» Малыш закрыл своей здоровой ножкой свою другую, маленькую, а Лиза, к своему удивлению, поняла, малыш хочет сказать ей что-то важное. Так и не нашла Лиза в этот день контакта с маленьким Женей. Понимала, что-то упустила, не досказала, а еще поняла, что безумно хочет, чтобы этот малыш был ее сыном. Женю отвели в группу, а она зашла в кабинет заведующей. «Что, Лиза, не удалось установить контакт?» «Нет». Женщина помотала головой, и в ее глазах показались слезы. «Ничего страшного», — успокоила Мария Кирилловна. «Приходите еще раз, оформите гостевой режим, возьмите Женю с собой на выходные». Лиза пришла через 2 дня, вновь зашла в кабинет заведующей. «Здравствуйте, Мария Кирилловна». «Здравствуй, Лиза. Рада, что ты пришла. Женя спрашивала о тебе». «Я гостевой режим оформила». Женщина протянула файл с документами. «Хорошо, оставьте здесь». Она встала. «Идемте, сейчас я его приведу».
Она сидела в той же комнатке и ждала. Вот дверь открылась, и раздался крик: «Тетя Лиза!» Малыш бросился к ней, а она к нему. Присела, обняла его. «Тетя Лиза, я думал, вы не придете!» Радостно приговаривал он, размазывая слезы по лицу. «Ты что, Женечка, я тебя никогда не брошу. Я буду твоей мамой». «Мама!» – радостно закричал он и обнял Лизу. Она целовала малыша, осознавая, что никому уже не отдаст его. «Сыночек мой, ты правда будешь моей мамой?» «Правда». Вошла заведующая, улыбнулась. «Вижу, что вы уже подружились», и обратилась к ребенку. «Женя, ты пойдешь к тете Лизе в гости?» «Она моя мама», — радостно сообщил малыш. «Даже так?» Заведующая погладила его по голове. «Женя, ты пойдешь в гости только на выходные. Когда выходные закончатся, ты должен вернуться. Как твоя мама оформит все документы, тогда возьмет тебя навсегда. Ты понял?» «Да», — утвердительно кивнул мальчик. «Иди, собирайся». Они вышли из ворот детского дома. Женщина наклонилась к малышу. «Женя, видишь, к нам идет дядя? Это твой папа». «Папа?» – удивился мальчик, и вдруг его лицо стало грустным. «Он сейчас увидит мою ножку и рассердится». «Не рассердится, он хороший». Мужчина и ребенок долго смотрели друг на друга. «Привет!» – протянул руку Григорий. «Ты правда мой папа?» С каким-то детским восторгом спросил малыш. Мужчина удивленно посмотрел на свою супругу. Та улыбнулась и одобрительно кивнула. «Да, сынок. А у меня ножка болит», словно извиняясь, сообщил ребенок. «Ничего страшного, мы с тобой сходим к одному доктору, и тот все исправит. А пока...» Он взял малыша на руки. «Будем на машине кататься». «На настоящей?» «Вот, наша машина. Садись на заднее сиденье вместе с мамой. Домой поедем». С каким страхом Женя вошел в квартиру. За всю свою короткую жизнь он ничего не видел, кроме столовой в детском доме, игровой и спальни в своей группе. Удивленно смотрел свою комнату, восхищением взглянул на красивую кроватку и игрушки. «Женя, идем в ванную комнату», — раздался голос тети, которая стала его мамой. Она постригла ему ногти на руках и ногах и усадила в ванну, стала мыть, внимательно рассматривая больную ножку. После купания его одели в красивый махровый халатик. Папа взял на руки и отнес на кухню, усадил на удобный стульчик. Мама поставила тарелку с вкусным супом, затем котлетку с мятой картошкой, потом сок. На столе стояла ваза с вкусными печеньями и конфетами, а есть уже не хотелось. Малыш взял 2 конфетки и положил в карман, про запас. Но новые родители рассмеялись. «Женя», — сказала мама, улыбаясь, — «конфеты будут стоять в вазе на столе, и ты можешь брать их, когда захочешь, ведь теперь это и твой дом». Мальчик положил конфеты обратно, но своим маленьким разумом так и не мог понять, как это, ведь у них в детском доме конфет всегда не хватало. После обеда малыша уложили на его кроватку, и он заснул в обнимку с плюшевым медвежонком. А супруги долго стояли в дверях его комнаты и смотрели на спящего ребенка. Пошли решать, что дальше делать. Продолжая улыбаться, Лиза потянула мужа за руку. Сели за стол. Она положила перед супругом документы. «Познакомься со своим сыном. У него даже отчество твое». Григорий открыл свидетельство о рождении малыша и, вздрогнув, сильно изменился в лице. «Гриша, что с тобой?» – испуганно спросила супруга. «Лиза, я тебе не говорил?» – заикаясь, произнес муж. «Что?» «Лиза, это мой родной сын». «Ты
Серьезно? Я тебе не рассказывал. У меня была женщина давно, 6 лет назад. Мы любили друг друга, но скрывали любовь от ее родителей. Папа у нее был большим начальником. У Инги была своя квартира, там мы и жили. Ее родители обо всем узнали, когда она была уже на 5-м месяце. Григорий задумался, опустив голову. Собравшись с мыслями, продолжил. Затем у нас состоялся разговор с ее отцом. Он мне сказал, чтобы я исчез из города и больше здесь не появлялся. Устроил меня вахтовиком в Сибирь. Предупредил, что если я покажусь на глаза, то он мне организует реальный срок в той же Сибири. И я уехал. После вахты возвращался к родителям в деревню, иногда сюда в свою однокомнатную. От друзей узнал, что моя бывшая вышла замуж и уехала в областной центр. Про сына я ничего не знал. Думал, что она забрала его с собой. Заведующая детским домом сказала, что Женю сразу после рождения сдали в детский дом, сообщила женщина. Супруги молча смотрели в глаза друг другу. Григорий первым прервал молчание. «Лиза, ты извини меня, что сразу не рассказал тебе об этом. Гриша, видно, Бог так решил и вернул тебе сына». Ее лицо озарила улыбка. «Будем воспитывать нашего Женьку». «Спасибо тебе, Лиза». Документы все собраны. Через месяц он официально будет нашим сыном. Нужно уже с той клиникой связаться. В школу он должен пойти нормальным мальчишкой. Они слушали речь директора школы и смотрели на своего Женьку, который в красивом костюмчике стоял на линейке. Из глаз у Лизы текли слезы. Линейка закончилась, и он подбежал к ним. «Мама, папа, учительница сказала, что у нас сейчас будет один урок, ознакомительный, а потом она отпустит нас домой, а завтра начнем учиться по-настоящему». «Беги, а то учительница вас никак собрать не может». Лиза легонько подтолкнула сына. «Мы тебя возле машины подождем». Тот побежал к своим одноклассникам, а родители радостно смотрели ему вслед. «Какой хороший у нас сын!» – покачал головой отец. «И уже таким взрослым стал. Пора дочку заводить». Загадочно улыбнулась Лиза. «Удочерим», – сразу согласился отец. «Опыт у нас уже есть». «Нет», – жена помотала головой. «Я сама рожу». «В смысле?» – не понял супруг. «Гриша, я, кажется, беременна». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.